Всем привет, меня зовут Жанна, это мой канал о вязании. Сегодня мы с вами научимся вязать вот такой интересный комбинированный узор. Здесь и жгутики идут, вот такие переплетения, и вот такие вот листочки на изнаночной глади с элементами ажура. Вот так этот узор выглядит с лицевой стороны, и вот так он выглядит с изнаночной стороны. Раппорт этого узора равен 23 петлям плюс 2 кромочные петли и 29 рядов в высоту. В первом лицевом ряду нам нужно будет сделать вот такое перевитие с уклоном влево. Для этого мы кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее 3 петли переснимаем на правую спицу, не провязывая. Следующие 3 петли мы провязываем лицевыми. И теперь нам нужно поменять местами вот провязанные 3 петли и не провязанные. Для этого мы вот так перед работой на левую спицу переснимаем первые 3 не провязанные петли. То есть вот как это выглядит. Затем аккуратно убираем из всех 6 петель, кроме кромочной, правую спицу. И вот так за работой возвращаем на правую спицу 3 провязанные петли. И вот так их перекрещиваем. Дальше провязываем 3 петли, которые мы не провязали лицевыми. Далее накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево за правые стенки. Провязали, затем 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот у нас 6 изнаночных. Затем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево за правые стенки. Провязали. И теперь нам нужно провязать 6 петель жемчужным узором, начиная с лицевой петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, то есть мы чередуем лицевую и изнаночную 3 раза. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее накид, 1 изнаночная. И повторяем этот раппорт до конца ряда необходимое количество раз. Второй изнаночный ряд и все изнаночные ряды провязываем по рисунку. Третий лицевой ряд, кромочную петлю снимаем. Далее 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, 1 изнаночная, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево за правые стенки. Далее 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Далее 2 петли вместе лицевой с наклоном влево за правые стенки. Далее 5 петель жемчужного узора или резинки 1 на 1. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть здесь мы после вот этого убавления начинаем с изнаночной. Ну вот по рисунку получается, вяжем. Далее накид, 2 изнаночные. И повторяем раппорт сначала необходимое количество раз. 5 лицевой ряд, кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее 6 лицевых
два, три, четыре, пять, шесть. Далее накид, лицевая, изнаночная, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Далее 2 петли вместе лицевой с наклоном влево за правой стенки. Затем 4 петли резинки 1 на 1, начиная с лицевой. 1, 2, 3, 4. Накид, 3 изнаночных. 1, 2, 3. И повторяем этот раппорт до конца ряда. 7 лицевой ряд. В 7 ряду нам нужно с вами сделать вот такое перевитие, как мы делали в первом ряду. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее 3 петли снимаем на правую спицу, не провязывая. Рабочая нить за работой. Дальше следующие 3 петли провязываем лицевыми. Затем нам нужно вот эти вторые 3 петли и первые 3 петли поменять местами. Для этого мы перед работой левую спицу вводим вот так в первые 3 петли. Теперь осторожно убираем из всех 6 петель, кроме кромочной, правую спицу. И вот так возвращаем провязанные петли на правую спицу за работой. И вот так их перекрещиваем. И теперь провязываем 3 петли не провязанные с левой спицы лицевыми петлями. Все, вот мы с вами сделали перевитие. Далее накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево за правой стенки, 3 изнаночные, провязали. Далее 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее накид, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Вот мы провязали один раппорт, повторяем его до конца ряда необходимое количество раз. 9 лицевой ряд, кромочную петлю снимаем. Далее 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Далее накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть у нас вот здесь по сути сейчас формируется резинка 1 на 1. Далее 2 петли вместе лицевой с наклоном влево за правой стенки. Далее 2 изнаночные, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная. Далее накид, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали один раппорт и повторяем его до конца ряда необходимое количество раз. 11 лицевой ряд, кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее 6 лицевых, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть здесь у нас 5 петель, получается резинки 1 на 1, начиная с изнаночной петли. Далее 2 петли вместе лицевой с наклоном влево за правой стенки, 1 изнаночная, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево за правой стенки, 1 изнаночная,
накид, 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот мы провязали с вами один раппорт. Повторяем его до конца ряда необходимое количество раз. 13 лицевой ряд. В 13 ряду мы будем делать с вами вот такое перевитие. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее первые 3 петли снимаем на правую спицу, не провязывая. Рабочая нить за работой. Вот так. Теперь следующие 3 петли провязываем лицевыми. И теперь нужно на левую спицу вернуть первые 3 непровязанные петли. Вот так их перед работой поддеваем. Затем осторожно правую спицу убираем. Из всех 6 петель кромочную оставляем. И возвращаем на правую спицу провязанные 3 петли. И вот так перекрещиваем. Теперь непровязанные 3 петли провязываем лицевыми. Провязали. Далее накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть здесь мы провязали с вами 6 петель резинки 1 на 1. Далее 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, повторяем 2 раза. Раз и еще раз. Провязали. Теперь накид, 7 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот мы с вами провязали один раппорт, повторяем его до конца ряда необходимое количество раз. 15 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Накид. Далее вяжем резинку 1 на 1, начиная с изнаночной петли. Изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная. Провязали. Далее 2 петли вместе лицевой с наклоном влево за правые стенки. Затем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Вот мы провязали с вами один раппорт, повторяем его до конца ряда. 17 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 1 изнаночная, накид, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. Далее провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, накид. Вот мы провязали с вами один раппорт и провязываем его до конца ряда. 19 лицевой ряд. В 19 ряду мы будем делать перевитие вот здесь в этом жгутике. Для этого кромочную петлю снимаем. Далее 3 петли снимаем, не провязывая на правую спицу.
рабочая нить за работой. Далее 3 лицевые. И теперь нужно вернуть на левую спицу не провязанные 3 петли. Вот так их перед работой поддеваем. Затем аккуратно убираем из всех 6 петель, кроме кромочной, правую спицу. И вот так за работой аккуратно возвращаем провязанные петли на правую спицу, так их перекрещиваем. Затем провязываем 3 петли, которые мы не провязали лицевыми. Так, вот мы сделали перевитие. Дальше вяжем 2 изнаночные, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Затем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 4 изнаночные, раз, 2, 3, 4. Далее 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, лицевая и накид. Вот мы провязали с вами один раппорт, повторяем его до конца ряда. 21 лицевой ряд, кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 изнаночных, 1, 2, 3. Накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Далее 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Далее 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, лицевая, изнаночная и накид. И повторяем этот раппорт до конца ряда. 23 лицевой ряд, кромочную петлю снимаем. Далее 6 лицевых, провязали. Далее 4 изнаночные, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, далее изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и накид. Повторяем этот раппорт до конца ряда. 25 лицевой ряд. В 25 ряду мы будем с вами делать перевитие жгутика. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее первые 3 петли переснимаем на правую спицу, не провязывая их. Рабочая нить за работой. Далее следующие 3 петли провязываем лицевыми. Теперь нам нужно не провязанные 3 петли вернуть на левую спицу. Перед работой вот так вводим спицу в эти 3 петли. Затем правую спицу аккуратно убираем из всех 6 петель, кроме кромочной. Кромочную оставляем. За работой возвращаем провязанные петли на правую спицу и вот так перекрещиваем. И провязываем 3 непровязанных петли лицевыми. Провязали. Далее 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Накид, изнаночная, лицевая. Далее 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо,
Далее 5 вернее петель резинки 1 на 1, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и накид. И повторяем этот раппорт до конца ряда. 27 лицевой ряд, кромочную петлю снимаем, далее 6 лицевых, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, 1 изнаночная, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, еще 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Далее провязываем 6 петель резинки 1 на 1, начиная с изнаночной петли. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И делаем накид. Вот мы провязали один раппорт, повторяем его до конца ряда. 29 лицевой ряд, кромочную петлю снимаем, далее 6 лицевых, 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид. И теперь 3 петли нам нужно провязать вместе лицевой с центральной петлей. Так как я вяжу изнаночные петли классическим способом, они у меня ложатся правой стенкой ко мне. Мне их нужно перевернуть. Я первые 2 петельки вот так снизу вверх поддеваю, переснимаю на правую спицу, не провязывая, 3-ю петлю переворачиваю вот так и 2 петли возвращаю на левую спицу. И теперь вот эти 3 петельки провязываю лицевой, при этом вот здесь не забывайте придерживать накид, чтобы он не убежал. Вот что у нас получается. И далее нам нужно с вами провязать 7 петель резинки 1 на 1, начиная с изнаночной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот на изнаночной мы закончили и делаем накид. Все, мы провязали с вами один раппорт, повторяем этот раппорт до конца ряда. Затем 30 изнаночный ряд провязываем по рисунку, и с 31 лицевого ряда начинаем вязать раппорт сначала, с первого ряда. Вот такой интересный узор у нас с вами получился. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ну а я с вами не прощаюсь и приглашаю вас посмотреть также и другие узоры на моем канале.